Mi 9T. Вот как он выглядит сзади. Он обладает голографической задней крышкой, которая прекрасно переливается на солнце. Давайте присмотримся к деталям. Итак, внешний вид Mi 9T. Как вы видите, переливается очень красиво. Это у нас пластик. Боковая грань у нас алюминий, крашеный. Как вы видите на видео, уже появились коцки. Телефон эксплуатировался 2 года. Красная кнопочка включения. Качелька громкости объединена в одну. Здесь у нас микрофон шумоподавления, мини-джек, выезжающая фронтальная камера. С этой стороны у нас ничего нет. Здесь у нас лоток сим-карт, Type-C, микрофон и один динамик. Стерео здесь нет. По внешнему виду, что я могу добавить? Тонкие грани. Замечательное качество звука как с этого динамика, так и с этого. Грани настолько тоненькие, что соотношение дисплей-корпус 86%. То есть здесь тонко, здесь тонко. Все очень тоненькое. Внешний вид у него огонь. То есть мне он очень нравится. Внешка у него прям классная. Вот здесь вы видите его полные технические характеристики. Вкратце расскажу вам следующее. У него экран 6:39, соотношение сторон 19,5 к 9, это Full HD+, AMOLED, защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5, стоит оболочка MUI, версия 12.05 на 10-м андроиде. Процессор у него Snapdragon 730, графический процессор Adreno 618, это версия 6 гигабайт оперативки, 128 встроенной памяти. Поддерживает 2 сим-карты, 3 модуля камеры. Основная 48 мегапикселей и сенсор IMX586 от Sony. Ультраширокий объектив 13 мегапикселей и телеобъектив 8 мегапикселей. Также у него есть себяшкинская камера. Как вы видите, вот она выехала, да, тут всякие эффекты звуковые, можно мерцание. В общем, она 20 мегапикселей, снимает Full HD. Камерка очень классная, то есть себяшки тут получается прям огонь. Что касается коммуникаций и портов этого телефона, он поддерживает абсолютно все. То есть стандарты связи 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, IPTX HD, то есть здесь звук очень здоровский в наушниках как по проводу, так и по Bluetooth. NFC есть, немаловажно для тех, кому это необходимо. Я же обхожусь без и чувствую себя прекрасно. Ну, также спутниковая навигация, есть у него FM-приемник, то есть можно послушать радио. По питанию. Питание у него 4000 мАч аккумулятор, время работы аккумулятора 13,8 часов, но это при учете того, что аккумулятор не замучен, это вот характеристики нового телефона, да. Быстрая зарядка Quick Change, в комплекте идет 18-ваттный блок питания. Вес телефона 191 грамм, представлен он был в июне 2019 года. Мнение мое личное про технические характеристики этого телефона, в принципе, по нашему времени очень годная трубка, способная снимать как видео, так и фото очень здорово. То есть в этом плане он, конечно, молодец, он котируется, невзирая на то, что ему уже исполнилось 2 года, да, этот телефон по-прежнему можно купать и использовать. Правда, новые трубки уже не купить. Новый телефон стоил, что-то там в районе 29 тысяч у него последний ценник был. На момент презентации он стоил 25,5 тысяч. На Авито цены начинаются от 12 тысяч и заканчиваю 18 тысяч. Но 18 тысяч это он, по идее, должен быть вообще в идеале один из последних продаваемых, то есть новыми. Супер AMOLED, он на любителя. Тут кому что нравится. Кто-то IPS, кто-то говорит, что у AMOLED экранов у них выгорает все. Как вы видите, телефону 2 года и ничего тут не выгорело, и все у него вообще замечательно. Ну а теперь переходим к тестам. Первый тест это у нас Antutu Benchmark версия 9.1.1. Он в нем набрал 323 664 балла. То есть это очень даже хорошие показатели. Как бы его хватит по идее вообще на все. Переходим к следующему тесту. КПУ Throttling тест. Как вы видите, Throttling тест у нас показывает, что вот он идет 3 минуты уже, да, что у нас был провал. Провал причем ниже 80%, даже 2 раза.
Потом, видимо, алгоритмы как-то посчитали по-другому, вывели его опять на нормальный уровень. То есть в целом получается, что очень даже и неплохо камень работает. Вот 4 минуты под нагрузкой стопроцентной, да, по всем ядрам. То есть все вот на максимум. Как вы видите, очень даже все годненько. Ну а теперь переходим к PUBG Mobile. Итак, настройки графики у нас автоматически выставились как высоко-высоко. Вот эта часть телефона, она прям уже так поднагрела. Хотя после трослинг теста я ему и не давал, собственно, отдохнуть. Сразу же запустил PUBG Mobile. Ну так вот, что прям видимых лагов я уже не вижу никаких. Хотя тут никаких перестрелок пока нет. Но в целом все крутится, как вы видите, хорошо. При приземлении лагов никаких не было, вроде все норм. Кулаком в жопу. Ну как-то вот так. В общем, лагов никаких нет. Все, в общем-то, нормально. Переходим к тестам фото. Тест камеры Mi 9T. Xiaomi Full HD 60 кадров в секунду. Тест себяшкинской камеры Mi 9T Full HD 30 кадров в секунду. Кстати, ребят, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, а также напишите ваше мнение, насколько камера неплохо снимает, как вы считаете. Пишите в комменты. Mi 9T 4К 30 кадров в секунду. Тест стабилизатора Full HD 60 кадров в секунду. Ну а теперь подведем итоги. Я вам выскажу свое мнение, что я думаю об этом аппарате. Что касается экрана, экран классный, я люблю AMOLED. По поводу шима не знаю, знать не хочу. У меня глаза от него не болят и все замечательно. По внешнему виду он здоровский. То есть он очень красиво, если особенно силиконовый прозрачный чехольчик на него нацепить, все ништяк. По его быстродействию и техническим характеристикам звук он отлично. В игрушки поиграть можно. Автономности того же аккумулятора на 4000 мАч при энергосберегающем проце Snapdragon 730 тоже вполне достаточно на день активного использования. По камерам, себяшкинская камера снимает у него отлично. Эти камеры тоже снимают очень даже неплохо как видео, так и фото, но можно сделать лучше. То есть накатываем сюда Google камеру, благо на него есть порт, причем даже не один, их много, и качество картинки существенно улучшится. То есть я думаю, приблизительно на 15% будет лучше детализация, четкость, цветопередача. Подведя итоги, если вы этот телефон нашли на Авито там с незамученным аккумулятором там 1000 за 12, то в принципе я его рекомендую брать. Трубка хорошая, современная, с замечательным экраном, тоненький. В общем, телефон классный. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а то у нас получается 90% людей, которые смотрят канал, они вообще не подписаны. Не нравится, ставьте дизлайки. Если я где-то ошибся, пишите в комментарии. Да и вообще пишите свое мнение насчет этой трубки, как вы считаете, есть ли смысл его покупать в 2021 году или нет. Или может быть там за тех же 13 000 можно там купить что-нибудь получше, например там какой-нибудь iPhone 7. Не болейте, будьте удачливы. Всем пока.